Да, из палаты мира весов. Чё за ляля? Вот так, а вот это местные парни, да? Ну, Думал, что да. в Европе хочу какие-нибудь жалюзи сделать. Я вначале смотрю, чтобы они днем были закрыты. Еще уже на опыте, еще смотрю день недели. О, уже. Вот кусок 2015 года. 2018. Там еще какие-то куски в кустах. Это, кстати, тоже прикольное место, да, внизу? Под хромец. А, кстати, что-то я... Не, я вчера посмотрел на него. Не, прикольно, прикольно, я бы сделал. Ну, если что, а я вот... Тот дом, где вчера свет горел ночью, я сейчас посмотрел, там нормально. Ну вот, я думал, они открыли аутос-бизнес. Вот эта фармушка. Я думал, здесь будет поменьше граффити. Правда, заштралите, завтра монструйте. Ты уже македонец. В таком углу, что плохо видно. Это вообще кислота какая-то раздутая.
сторону. Ага. Нормально сверху, да? На стеклах. Что-то, походу, они тут не торопясь рисуют. Хотя вроде улица центральная. Вот место хорошее по дверям. Вот тут рабочие двери, а вот те, вот я смотрел вчера, те вот, по-моему, нет. Напиши себе. Вот, смотри. А, да эти нет, тут рабочие. Да, я думаю, это всем. Троп только я точно могу сделать. Вон, смотри, потом не сделал. А, вот. Это у нас двухцветный этажок. Значит, ультравайды продают. Between blue and orange. The high pressure. It is high Yeah, orange. flame orange is high pressure, flame blue is low pressure. Ah, okay. That came from flame blue is transparent, black transparent, and they are more expensive. But the regular flame blue with low pressure is like Oh, we Take will one, yeah. use high pressure. В местном магазе продаются Flame и Молотов. Молотов уходит это 580 рублей. Flame сколько? 350, да, на наша? Флейм 250. Нет, 300. А, их бабок. На наш 350. И Flame по 350. Вот такой небольшой магазин на окраине города. Карты не принимают, только наличка. Вот у этого парня замороченные куски. Мало места было, не выспало. Она у нее одеяло собрала. Говорит, посыпай, смотрим. Смотрю. Смотри, 2012 года он висит. Что-то большое. $214 на выезде. Не, прикольно. Что-то тут сейчас пьяный был. Видимо, македонского вина перебрал. И он зарегается, кричит такой: я покажу. Я сюда приду ночью. Короче, Но фотку можно сделать. Вот еще место. А тут Анфин. вот это крутое место. Кстати, здесь кусок. Бэнкс. Залетел на огонек.
Пойду в арт-барку загляну. Погоди, зайду. Вот кусков пассажиров здесь немало. Стилек интересный. Теги с астрофота прикольные у них. За вот этим фактом состав стоит такой поезд. Вроде да. Вроде да. Да, часто кто-то заплывет. Да нет, нормально здесь кусок будет легкий. Скопье 2017, смотри. Да, короче, здесь еще можно было бы денек потусоваться. Поздно мы сюда пришли. На скот. Ну да, я бы вот попробовал бы ту БРВР сделать, когда светло. Вот сейчас такое время. Вон этот паровоз можно было сделать. Вот здесь можно кусок разбирать. Без хром. Вообще шикарно. И рассвета, смотри. Да? Это эти, да? Ну, да. О, еще одна. Сегодня ночью так и сделать. Я бы здесь сделал бы вот А я бы там. Векмана. Вон, после него как раз до дверей мне бы оп, Векман. Да, здесь больше не граффити, а вот именно чисто всякие вот эти.
Прикольно. Мне очень нравится. Да, вообще офигенно. Евротрэш. Круто. О, кстати, тут же вот чел. Он замороченный делает. Стоит с ним. Мини-флопед. Такой вот интересный спот на фоне крепости. Очень много кусков еще нашел в других районах, но ночью, поэтому особо не снял. В общем-то, граффити здесь много, пацаны рисуют активно. Больше всех мне понравились места команды ПСЖ, Престиж. У них такой интересный и необычный стиль, когда конкуренты тегают банку вниз, держат, получается, такими распылами. Очень необычный. Местные парни оказались гостеприимными, показывали споты, рисовали вместе с нами и, короче, нормальные чуваки. Мне понравились. Адекватные и гостеприимные. Баффи здесь также крайне редко. Поэтому многие куски долго висят, уже вот выцветают. Особенно с таких поверхностей. Спот, конечно, интересный, прямо у крепости. И, ну, мы пришли сюда с местным. Спросили, стоит его ли опасаться копов. Он сказал, no, don't worry, chill. И я стоял, не спеша рисовал. Он 2013 год висит. Вот в таком месте. Сверху крепость. Здесь большая дорога. 8 лет уже висят труапы, куски некоторые. Я здесь на набережной еще нашел много-много кусков. Но снять, к сожалению, не успеваю. У меня автобус через час в Албанию. Поэтому сейчас эту улицу досниму, да побегу. Даже на фонтанах тегают.
Местные парни тегают на таких домах. Вон все столбы исписаны. Национальный вот театр оперы и балета. На нем тегают. Потому что это все новострой, а не старинные сооружения. И им это не нравится. Им нравится старый город, который переделали, как я понимаю, политики для привлечения туризма. Поэтому на всем этом мраморе и тому подобное делают куски и тегают, вообще не парясь. Не знаю, что за это делают, когда принимают. Ну, я вот так даже немного был удивлен, что есть на всяких памятниках, фонтанах тегают как бы люди. Это даже как-то немного дико выглядело. Фоточки, конечно, наверное, хорошие на этой набережной. Все в кусках. Тоже уже куски выцветшие, видно, что старые. Либо на солнце очень быстро выгорают. Но это я к тому, что вот такие места, прямо миллион памятников каких-то новых, которые наделали для туристов. И вот пацаны делают на набережной куски, а их даже не бафят. Они просто от солнца выгорают и все. Вот такое. Ну, памятников вот в этом квадратном километре в центре, я не знаю, мне кажется, если посчитать, тут, наверное, 100 точно наберется. Тут все, что хочешь, и фонтаны, и памятники, и на мостах, ну, там по 20 памятников. Короче, налепили. А так, в целом, если будете рядом, заезжайте. Коллаб Варламова и Space Invaders. Похоже, не по воле Space Invaders. Еще, кстати, местные копы не любят, когда их снимаешь. Я пару раз на видео просто снимал копов. И меня за это задержали даже один раз. Один раз снимал, коп показал копу, что я снимаю, но я уже ушел через дорогу, и, наверное, было неудобно ко мне подходить. А второй раз меня прям задержали. Показали, типа, отойти на обочину. Начали говорить мне, зачем снимаю. Я им по-английски, типа, я турист, снимаю, интересно. Она что-то мне говорит на местном, я ей говорю, я не понимаю. Она говорит, не понимаешь? Я говорю, не понимаю. И она просто ушла от меня, женщина полицейская. Похоже, просто местные копы очень стеснительные, не любят, когда их снимают. Поговорил с местными парнями по поводу копов и что здесь происходит, когда ловят, принимают. Мне объяснили, что если ты рисуешь на государственной собственности, тебя на станцию полиции, конечно же, отвезут, проверить, ничего ты там политического или что-нибудь такого не делал. Поддержат и отпустят. Штраф 50 евро за государственную собственность. Если частная, то там уже решаться будет, смотря какой ущерб. Штраф, в принципе, небольшой, и на собаках такой же, сказали, и на стритах, как бы, ну. Но единственное, что мусора, конечно, могут дать, как сказали местные парни, такие случаи бывали. Поэтому, если будете, все равно будьте аккуратнее. Магаз с краской по воскресеньям выходной, как и почти во всех таких странах, работает с 6-дневку до 7 вечера. Принимают только наличку, это я уже говорил. С собой бы лучше брать евро и здесь их уже менять на местную валюту. Но есть и банкоматы, где можно просто снять с своей карты деньги на местной валюте. Там комиссия небольшая совсем, поэтому это не проблема. Но во многих местах принимают только наличку. Рубли там, если поменять, здесь не особо вариант. Поэтому либо евро, либо доллар в ходу.
которые меняют. А так с валютой проблем никаких не было. Цены в инстаграмах, там у них есть сайты, и здесь в магазине, и что до этого был в Черногории. Но следующая Албания, посмотрим, как там обстоят дела с граффити. Мы спрашивали у парней и местных, и в Черногории, и здесь, в Македонии, сказали, что никого оттуда не знают. И там никто не рисует, кроме туристов. Но у них есть граффити-шоп, и там продается МТН. Я думаю, что если есть граффити-шоп, то должно быть и граффити, и те, кто его рисует. Но это уже в следующем видосе. А так, в общем, прикольно здесь. Тепло. Люди к русским нормально относятся. На улицах вроде ночью тихо, спокойно. Ну, мусоров, конечно, побольше, чем чем в Сербии. В Сербии как-то так было поспокойнее в этом плане. Здесь ночью больше движуха. Катаются разные пацаны на BMW. И все сидят, медленно едут, когда ты стоишь, смотрят на тебя. Такой, может, менталитет просто такой. Так что, если что, рисуйте. Вот они. Сейчас еще и мой век будет. Но там не видно будет. Нормально, сырый. Да, и слушай, здесь же пить нельзя. Голод не тёт. Нормальная локация. Стадик сзади. Там сейчас работнички разминаются. Спит пассажир. Хип-хоп. Вот она, старая, добрая Македония. Виноград растет везде. Улица Андон по Бродишке.